Привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Мы по-прежнему находимся в Испании. Тема сегодняшнего нашего ролика будет: мы находимся в Испании больше 5 лет. Какой опыт мы за это время приобрели? И что бы мы сделали по-другому, если бы мы только сегодня переезжали в Испанию? Вот об этом сегодня я хочу с вами поболтать. Ну что ж, да, действительно, больше 5 лет назад мы уже переехали в Испанию. Это большой срок, я считаю, большое, много времени прошло. Есть что проанализировать, маленький такой подытожек подвести. Но прежде всего, мне так кажется, дорогие друзья, что прежде всего это опыт познания самого себя. Вот я так считаю, потому что, узнать, на что способен человек, в принципе, переезд в другую страну – это большой ответственный шаг. Это достаточно сложно, то есть, не просто менять, даже город менять непросто, а уж тем более страну целую. Это изучение нового языка, это узнать новую культуру, новый менталитет, окружить себя новыми людьми. Первое время, кстати говоря, вначале цепляешься за то старое, что было. Это может быть дистанционная работа, там какой-то фриланс, вот что-то осталось, какие-то связи дружеские остались, деловые какие-то взаимоотношения остались. Оттуда, откуда вы приехали. И первое время, первый год или два мы действительно за это цеплялись. Это было очень сложно, психологически непросто. Мы, может быть, даже не всегда об этом говорили и старались, когда вели канал, улыбаться в кадре, делать какой-то беззаботный вид, что нам все хорошо, все прекрасно. Но на самом деле много трудностей было, много сложностей с документами, с продлением, психологически, с поддержкой близких, с отсутствием друзей первое время. Не только у нас, но и у наших мальчиков. И постепенно вот за 5 лет мы обогащали себя вот этими багажом, знаниями, знакомствами, окружали себя, интегрировали в эту среду. Я не скажу, что мы интегрировались полностью, что мы шикарно говорим на испанском, что у нас вот прям легко-легко сейчас. Нет, уже основную какую-то трудность, наверное, мы преодолели, я так думаю. И есть, какие-то маленькие итоги. Такие итоги, что мы довольны, в принципе, принятым нами решением много лет назад. Решение мы приняли 10 лет назад о переезде. Делали это все плавно, постепенно, не сразу бахнулись сюда. То есть мы ездили сюда и узнавали это место. Вот сейчас я могу сказать, что мы довольны своим решением, мы довольны принятыми нашими решениями о переезде, сыновья наши тоже довольны, и мы периодически подводим какие-то итоги для себя. Самое интересное, что я иногда задумываюсь, что бы я сейчас сделала по-другому, если бы мы вот именно сейчас переезжали. Я не говорю о геополитической обстановке и вообще о политике. Я имею в виду, чтобы внутри нашей семьи, что бы мы сейчас сделали по-другому. Что-то, может быть, выбрали бы другое место для жительства или что-то еще. Вот сейчас я тоже немножечко хотела просуждать на эту тему, а вы обязательно пишите. Во-первых, вы обязательно поддерживайте наше видео лайком. Это реально нас очень мотивирует, поднимает наш канал и приносит пользу не только нам, соответственно, канал поднимается, видео поднимается, и видят его другие люди, а это большая польза для кого-то. При переезде, при приезде сюда люди тоже собирают какую-то информацию. Я думаю, что это будет большая польза. Подписывайтесь, если вы не подписаны, пишите свои комментарии, и очень интересно знать ваше мнение. Вот сколько у вас, например, уходило на адаптацию в другой стране? Длительный это был период или не длительный? Сразу вы адаптировались, какие-то сложности возникали. Обязательно пишите ваши рассуждения в комментариях. С удовольствием почитаем. И не только мы, но все наши зрители и подписчики с удовольствием читают комментарии. Так что обязательно пишите их. Сейчас у нас конец октября, дорогие друзья. Обратите внимание, какая красота. Это цитрусовые, я думаю, что это мандаришки, цитрусовые деревья. Они все уже обсыпано просто дерево мандаринами. Скоро на новогодний стол у нас поспеют свежие мандаринки. Кстати, на рынке они уже стали появляться. Кто впервые на нашем канале, мы сюда переехали с семьей. Дети наши учились. Младший в школе, старший в университете на языковых курсах, затем в фармасион-профессионале по нашему, это техникум, получал свою профессию установщик солнечных панелей. Мы, кстати говоря, об этом, я думаю, мы в ближайших роликах поговорим, чем мы занимаемся и что мы можем предложить здесь, на территории Испании полезного. Но
Что бы я делала, например, если бы мы сейчас переезжали, да, вот принимали сейчас решение переехать. Переезжали мы из Санкт-Петербурга. Мы его, конечно, очень любим. Я родилась в Ленинграде. Для меня это вообще, ну, у меня папа оттуда, бабушка оттуда. Для меня это большая-большая гордость за свой город и ценность, значимость. Но тем не менее, вот мы приняли такое решение и ни на минутку не жалеем о том, что мы переместились в Испанию. Это климат, это различные другие причины. О них я не буду говорить, мы уже говорили на своем канале, так что смотрите предыдущие наши ролики. Вот. Но что бы я делала по-другому? Наверное, бы мы больше бы пропутешествовали, другие бы города узнали, поснимали бы помещение, ну, жилье, квартиры в аренду для начала. Потому что мы начинали узнавать Испанию с Канарских островов. Это замечательное место. Канары, Балеары, чистые, красивые, ухоженные. Там совершенно как-то все по-другому. Немножко другая культура, как мне кажется. Там другая кухня, другие немножко люди. Кто еще не был, вы съездите, и вот вы для себя немножечко другое увидите, другую Испанию, как мне кажется. И потом мы узнавали Каталонию, мы вот так вот переместились сюда. Дальше я прочитала про Тривьехо, Аликанте. Вот, Ривьеха нас не впечатлила, и мы уехали чуть-чуть от Тривьехи в сторону, то есть Ориуэла-Коста, где мы сейчас проживаем. Это прекрасное, красивое место с дачами испанцев, там много англичан, у нас интернациональное местечко. Нам очень нравится пока что, и все у нас устраивает по разным параметрам. Но, возможно, я бы больше бы проехала по побережью, посмотрела бы другие города, посмотрела бы север, поснимали бы мы жилье, может быть, отдыхая и на севере, и в центре, и в Мадриде, для того, чтобы полную картину Испании увидеть, для того, чтобы понять о каждом городе, о каждом коммунидаде, какие-то свои тонкости, где что есть, где что-то вот больше нас бы устраивало по ценам, по уровню строительства жилья, качества жилья. Ну, по разным параметрам. Вот. И это бы первое, что я сделала, это я бы больше бы проехала, поснимала бы в аренду и посмотрела бы больше, наверное, городов. Второе, когда мы переезжали, например, не было столько соцсетей, столько информации на Ютубе, различных там, я не знаю, на Фейсбуке группах, не было столько информации о жизни, о каждом городе Испании, о каких-то продлениях, о сборе документов и так далее. Мы как-то вот не задумывались собирать информацию в соцсетях, в различных группах, что-то на Ютубе смотреть. То есть мы доверяли риэлторам, мы доверяли тем людям, которые продавали нам здесь жилье, которые водили нас за ручку и за каждую услугу сдирали с нас деньги. То есть переводили. Ну, я понимаю, что это работа, это действительно так, они должны зарабатывать, но не за каждое слово, не за каждую какую-то мелочь. Не хотели делиться, не хотели что-то нам подробно рассказать. Было очень сложно узнавать. Я вам серьезно могу сказать, что мы узнавали ну, просто от соседей. Ходили в какую-то другую компанию, застройщик. Мелочи узнавали, даже про прописку, про подрон, мы, то есть окольными путями все узнавали, где это взять, что такое сито, что это запись, как это сделать. В дальнейшем уже мы увидели, что появились различные группы на Фейсбуке, и люди стали снимать ролики, мы сами стали снимать ролики, чтобы делиться этим. Так вот, наверное, сейчас я бы все-таки перерыла бы весь интернет, перерыла бы различные соцгруппы, находила бы людей, которые готовы делиться, и вот собирала бы эту по крупицам, эту информацию. Сейчас было бы легче уже, конечно, потому что ну, много уже людей делятся, снимают, рассказывают. Вот такой вот фактор. Вы тоже учтите, пожалуйста, друзья, кто собирается куда-то переезжать, что можно искать вот в социальных группах, собирать информацию, искать единомышленников, работу, там, продление, переводы, все, в общем-то, находить в таких вот интересных местах, как социальные группы и каналы на Ютубе. С Алексеем мы тоже пообщались, чтобы мы третье еще сделали бы, наверное, сейчас по-другому. Наверное, мы бы переезжали гораздо раньше, когда мы были, во-первых, моложе совсем, и когда у нас были маленькие детки. Может быть, даже я бы и рожала бы здесь, в Испании. Это просто, мне кажется, для малышей, для детей здесь просто раздолье и счастье. Помимо того, что тут климат хороший, помимо того, что море там или океан, неважно, и природа, питание здесь гораздо как-то полезнее, мне кажется. Но здесь еще сами испанцы, они очень любят детей, у них вот культ не только семьи, пожилых людей, родителей, своих бабушек, дедушек, но они очень любят деток, и все здесь как бы для детей, и к вашим детям будут хорошо относиться.
как мне кажется. Поэтому, ну, наверное, бы вот это я еще жалею о том, что мы не уехали чуть раньше, о том, что дети мои здесь не учились совсем в примарии, там, для малышей школа, в секундарии. Вот младший начал с секундарии, а старший только вот уже в университет сразу пошел на языковые курсы. Мне бы, конечно, мне жалко, что вот эти вот упущенные какие-то возможности все-таки можно было бы, но вот, к сожалению, мы не приняли вовремя такое решение. А в принципе, я была бы, конечно, рада выращивать здесь детей. Как я уже говорю, рожать здесь детей, потому что с родами здесь все совсем по-другому. Кстати, если вам интересна тема роды в Испании, обязательно напишите, мы снимем ролик, потому что есть человек, который может с нами поделиться этим, и мы обязательно возьмем у нее интервью, если вам это интересно. Обязательно напишите в комментарии, хотите ли вы увидеть такой ролик. И четвертое, тоже, что бы мы сделали по-другому, мы сразу бы выбирали жилье для постоянного проживания с учетом там жителей семьи, с учетом квартир и так далее. То есть мы жилье выбирали для себя, ну, практически 10 лет назад и планировали только ездить на отдых. Соответственно, у нас квартира такого метража, такого расположения. Вот. И мы как бы не задумывались, что мы переедем в нее для, ну, на постоянное место жительства. И сейчас бы мы бы, конечно, несмотря на то, на отдых мы едем или на постоянное место жительства, выбирали бы сразу квартиру как будто для ПМЖ. Поэтому тот, кто выбирает жилье, выбирайте сразу на будущее. Вдруг у вас еще родится ребеночек, переедет мама, папа, вы захотите жить всей огромной семьей, заведете животных. И сейчас вы, может быть, ездите просто отдыхать, но вдруг вам вот захочется переехать. Поэтому выбирайте жилье сразу как бы с дальними мыслями на то, что вы будете жить, привезете родителей и так далее. Вот мы сделали такую ошибку, сейчас бы мы сделали немножечко по-другому. Выбирали бы уже более габаритное жилье, наверное, и, может быть, чуть-чуть там сдвинулись локации куда-то в другое место. Еще вот, на мой взгляд, чтобы мы сделали по-другому, мы бы, наверное, не торопились с приобретением автомобиля, того, который мы купили сразу, когда приехали. Мы бы осмотрелись, можно даже было поснимать в аренду, мы бы осмотрелись, походили бы по разным местам, узнали бы различные условия, не ближайшую от нас площадку там для продажи автомобилей, а все-таки более бы досконально узнали. Но поскольку мы приезжали тогда на отдых, мы вот пошли на какую-то ближайшую русскоговорящую площадку, купили там автомобиль с пробегом, и были очень счастливы и рады. В принципе, он нам очень хорошо служит верой и правдой. Но, наверное, мы бы сейчас собрали бы больше информации. Скорее всего, это пошли бы мы в автосалон, купили бы там автомобиль, потому что, ну, понимаете, то есть я могу сказать слова, которые приводил наш преподаватель в университете в Питере. Но не буду, наверное, по менеджменту и маркетингу, замечательный человек. Вот, ладно, не буду. А? Ну, он всегда говорил, что лучше покупать новый автомобиль, стремиться к тому, что купить новый автомобиль. А извините за мой французский, так досконально, ну, я привожу слова моего преподавателя, а не пропуканный автомобиль. Так что поэтому, наверное, все-таки, еще раз прошу прощения, вот, наверное, все-таки мы бы сейчас пошли бы в автосалон, может быть, купили бы новый автомобиль. Вот, различные бы условия бы узнали приобретения. Возможно, это был бы автомобиль из Германии, пригнанный. Мы бы могли и сами, у нас есть знакомые в Германии, поэтому мы могли бы, конечно, вот этот вариант рассмотреть. Но мы бы не переплачивали за перегон автомобиля, естественно, на площадке. И не хочу никого обидеть, опять-таки, это лично мое мнение, лично наша, как сказать, вера в себя, может быть, какая-то. Вот. Я думаю, что все надо, если вы хотите жить в этой стране, то нужно изучать все вопросы по продлению. Это помогает интегрироваться в общество. То есть купить автомобиль, сходить в администрацию, прописаться, узнать и получить НИИ, узнать все вот доскональные вопросы. Мы бы интегрировали в общество быстрее, быстрее и как бы активнее. Поскольку я тему автомобиля завела, что бы мы еще бы, наверное, не сделали, мы бы не гнали из Питера свой автомобиль. Потому что вначале мы его сюда пригоняли, мы на нем ездили. Нам казалось, во-первых, он у нас большой был, новый и красивый, но для Испании, мне кажется, для маленьких улочек Испании такой большой автомобиль, в принципе, был не нужен. Ну и вообще, как бы смысла не было сюда гнать этот автомобиль, тем более растамаживать его или не растамаживать. Ну, мы и не растамаживали, мы его перегнали обратно. В принципе, вот это было, как, знаете, как, я не знаю,
коза с бубном. То есть он был нам не нужен здесь. Смысла в этом не было. Здесь и так можно пойти купить новый автомобиль, и есть разные тонкости и нюансы с этим связанные. Вот, поэтому, наверное, что бы мы еще не делали, мы бы не гнали сюда свой автомобиль. Что бы мы еще делали, мы бы, наверное, позаботились полностью о различных документах, доверенностях, которые мы там кому-то что-то не оставили. Вот, документально прошлись бы все еще раз, оставили бы доверенности на представление в разных организациях нас, не только по работе, но в том числе и как физлиц. Вот этот тоже момент, скорее всего, сразу бы привезли сюда все свои документы, перевели бы все, что нужно бы, апостилировали, амалогировали, продумали бы заранее себе вот этот тоже момент. Не говорили нам риэлторы об очень многих моментах, связанных с документами, с налогами, с декларациями, с чем-то еще. То есть нам пришлось ходить к адвокату. Кстати, вот заранее мы бы узнали бы адвоката, нашли, потому что нужен здесь адвокат все равно. Даже если я сама продлевала нас 2 раза и сына продлевала, то вот в данный момент, когда на 5-летку мы продлевались, я все-таки с документами собранными самостоятельно пошла к адвокату и проконсультировалась, правильно ли я все собрала. Я уверена в своих силах, но все-таки, знаете, лучше подстраховаться на всякий случай, мало ли какие-то изменения законодательные, которые мы не знаем. Поэтому другим я тоже рекомендую. Если вы верите в свои силы, собираете сами документы, это будет дешевле гораздо, но проконсультироваться с адвокатом, показать эти документы, какие-то моменты узнать, изменения в законодательстве, продлении, стоит все-таки, это стоит недорого. В моем случае это стоило консультация 25 евро. Вот, плюс-минус там где-то могут дороже накинуть, но это была, скажем так, не русскоговорящий адвокат. Ну и еще, что бы я сейчас бы, наверное, бы изменила при переезде, я бы подумала заранее, там, допустим, если мы вот реально переезжаем серьезно и все, и если у нас там несколько квартир, то я бы, наверное, все-таки заранее, может быть, выставила бы на продажу какую-то квартиру или продала бы дачу, чтобы это, во-первых, не висело ермом, если никто за этим не следит, ну, как управляет кто-то, да, следит, но не так, как бы, как вы сами, да, это все-таки приходит в какую-то ветхость, может быть, и негодность, но, во всяком случае, и в дальнейшем, когда уже человек становится здесь, в Испании, налоговым резидентом, и этот вопрос тоже консультируйтесь с адвокатом, я вам рекомендую, потому что у людей разные ситуации, понятия резидент и налоговый резидент, как нам объяснил адвокат, это разные вещи. Здесь я уже не буду давать консультации, потому что я не адвокат, вот, но, тем не менее, бывают такие моменты, когда понимаешь и думаешь, а что вот там мы от этого не избавились заранее, вот это вот, как, знаете, как хомут на шее иногда какие-то вещи. Иногда это как инвестиции, которые приносят прибыль, там пассивный доход и так далее. Но есть моменты, когда вот думаешь, да лучше бы вот это вот, как бы не тащить за собой вот это все, то есть не сидеть на 10 стульях. Да, вот такой момент тоже. То есть вы заранее как-то спланируете, но при этом я не призываю никого продавать свое жилье, в котором вы живете, если вдруг придется вернуться, а квартиры нет. То есть здраво подойти к этому вопросу. Вот я опять-таки говорю про нашу семью, что бы я сейчас сделала, если бы сейчас переезжала, я бы, наверное, все-таки здраво к этому отнеслась. Вот. Проконсультировалась прежде всего с адвокатом здесь, в Испании, что делать, как делать. Потому что еще раз скажу, что риэлторы нам вот это не рассказывали, во всяком случае. Мы вот про это не знали. Про какие-то налоги, про декларации, про то, что там налоговый резидент, не налоговый, что будет дальше, нанять адвоката для консультации. То есть нам это не говорили. У нас были розовые очки. Мы считали, что мы приобрели жилье для отдыха. Это классно, это круто, это современно, и это прям вот вау. Но часть вопросов, она уже всплывала потом, когда мы начинали владеть этим жильем, и вот эти вопросы, они возникали. Чтобы не было каких-то сюрпризов, лучше все сразу узнать. Может быть, есть добросовестные риэлторы, которые, у них есть свой адвокат, и вот вам все рассказывают, вам все прямо, ну, как бы разъяснят, вы зададите свои вопросы, и все будет. Это слава богу, если есть такие риэлторы добросовестные. Я думаю, что они есть. Вот. Но вот у нас был другой случай. Нам попалась такая, наверное, риэлтор, которая, может быть, не захотела, может быть, у нее свой какой-то интерес был. Да, не буду говорить ее имя. Вот, ну вот так вот, здесь, на территории Испании. Поэтому заранее узнайте все вот эти вопросы, связанные с вашим имуществом у адвоката здесь, в Испании. Нужно будет платить вам налог там, с продаж в дальнейшем, не нужно, когда, что, какой период есть. И обязательно
тоже имейте в виду, что если вы становитесь резидентом, не налоговым, а резидентом, когда вы получаете тархету первоначальную, 6 месяцев есть на то, чтобы пойти в автошколу, получить водительское удостоверение. Многие тоже этого не знали, и я поначалу это тоже не знала. А Алексей потом узнал, и для меня был это большой сюрприз, что надо опять идти в автошколу. Вот, то есть я бы заранее себя уже морально подготовила к этому. Вот такие вот моменты, наверное, возникали у нас здесь, и мне сегодня хотелось с вами этим поделиться, для того, чтобы кому-то, наверное, это будет полезно, может быть, наш опыт, он будет тоже кому-то интересен и полезен. Дорогие друзья, если вам это полезно, обязательно поддержите наше видео лайками, подпишитесь на канал, порекомендуйте нас друзьям. И обязательно пишите свои, если вы здесь живете, и у вас есть что дополнить, обязательно пишите свои комментарии. Давайте будем немножечко добрее, и каждый комментарий, он должен быть не критикой, с оскорблениями, а дополнение с конкретизацией, наверное, конкретные рабочие дополнения. Это будет тоже очень важно и полезно для нас. За сим, как говорится, разрешите откланяться. На этом сегодня все. Встретимся в следующих наших роликах. Это будут обзоры городов или разные различные тематические вот такие рубрики. Все. Hasta luego, nos vemos. Чао-чао. Пока.